Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. У меня сегодня для вас творческий эксперимент. Я буду в нем принимать участие. Первый такой творческий эксперимент, интересный. Принесла клиентка блузку. Новая блуза – подарок сына. Сын привез из-за границы маме подарок. Дизайнерская креативная блузка. Мама, конечно, обрадовалась такому подарку, но когда она эту блузку примерила, то радость ее прошла, так как блузка, несмотря на то, что вот она дизайнерская, тут интересная фирма. Что же это за фирма? Ebony Ivory. Ну, какое-то название этой фирмы. Блузка необычная, неординарная, натуральный шелк. И это единственное, что хорошее в этой блузке. Вот такой необычный перед. Вот вы видите, что он в 2,5 раза больше, чем спинка. Вот спиночка ровненькая, без выточек. Плечо, рукавчик. Рукавчик, правда, достаточно узкий. На клиентке плотно было в рукаве. И длинный. Он где-то сантиметров на 10 длиннее необходимой длины, обычной, стандартной. Ну и, соответственно, вот такой перед. Сыну в магазине предложили эту блузу и сказали, что мама с какой-то булавкой, брошью, чем-то можно это все приколоть. Но мама не смогла сама справиться с таким заданием и принесла блузку мне со словами: «Владанна, я знаю, ты что-то придумаешь, у тебя получится». Ну, я сейчас, чтобы понять вообще, что из этой блузки можно сделать, я ее наброшу на себя. И мы вместе уже просмотрим, потому что на манекене как бы сложно воспринимать вещь. Так, ну, тем более, что клиентка не возражала, она сказала: наденешь на себя, поймешь, где чего закалывать, пришивать, потому что сама она каждый раз закалывать не сможет, а просила, чтобы это было сделано стационарно, зашито, и она могла ее просто на себя надеть и не заморачиваться. Ну вот, вы видите такой странный провис по переду, причем ткань вот с явно выраженной изнанкой, практически белой, белесой. И вот здесь небольшая, а просто вот подворот по краю идет. И вот это все, вот оно выворачивается и смотрится очень небрежно, неаккуратно, непонятно. То есть, так просто вот в свободном полете на майку, на топ тоже ее как-то вот она смотрится тоже достаточно странно. Вот это вот все перепад длины и вот такая свобода неоформленная. Ну и вы видите рукава достаточно длинные, то есть, можно, к примеру, сделать вот сборочку, но все равно, допустим, с рукавом еще можно согласиться, но вот с этим объемом как-то его нужно упорядочить. Если, допустим, просто вот это все каким-то образом собрать и заколоть на брошку, то тоже много куча, и опять же разная длина выбивается, это белая изнанка, и тоже не совсем то да не то. Вот, поэтому мы сейчас с вами поэкспериментируем. И, может быть, родится нужный вариант, потому что по-любому надо что-то придумать. Ну вот я смотрю в
свое зеркало в примерочной и пытаюсь почувствовать эту блузу, понять вообще, что с ней можно сделать. Ну, плечи немножко, длина плеча, но в общем-то тоже допустимо спущенная. Цвет красивый, ткань очень приятная на ощупь. Ну вот, что мы здесь сможем создать. Хочется, конечно, раз эта блуза дизайнерская, чтобы и смотрелась она интересно. Ну, к примеру, допустим, здесь вот идет по горловине направление такое, углубление по линии мыса. И потом перед разворачивается, линия эта разворачивается и вот переходит в прямую, параллельную низу. Ну и, соответственно, с этой стороны. То есть, если, допустим, собрать вот в этой части и зашить, вот собрать эти две стороны между собой, вот тут зафиксировать, вот так, чтобы голова проходила. Вот мы зафиксировали, зашили, и у нас уже не будет выворачиваться вот эта изнанка, и можно сделать, ну, к примеру, сейчас я возьму булавочку, заколю. Так, и можно, допустим, выложить вот таким зигзагом, галстучком по переду. Ну, хотя не очень. Ну, или же как-то такой косовороткой на одну сторону к боку. Ну, в принципе, как вариант может быть, но тоже что-то не то. То есть вот я довожу до бока, и, ну, к примеру, тут или булавка, или как-то, тогда, в общем-то, здесь закрыто, и тут нет провиса изнанки. Так, сейчас еще попробую что-нибудь. Если мы так, можно попробовать завести борт к рукавчику, вот к пройме. Сейчас. Ну вот, кстати, вот здесь уже что-то наклевывается. Я сейчас попытаюсь приколоть этот левый борт вот к шву. И посмотрю. Так, сейчас, секундочку. Так, чтобы оно у меня не затягивало. Я всегда стараюсь моделировать на себе, чтобы прочувствовать вещь. Вот вещь ты надел, и уже она начинает с тобой тебе подсказывать, а как, что должно быть. То есть вот она начинает уже на тебе звучать. Ну, вот. Надо буквально за шов, за припуск немножко вес этого всего, этой детали провисает, подтягивает. Ну, сейчас я за сам припуск заколю. Ну, вот так вот. Да, между прочим, друзья, если у вас был опыт с этим фасоном, вы знаете, как эту блузу носить, надевать, поделитесь в комментариях. Очень интересно, может быть, у вас есть свои идеи, предложения. Пожалуйста, напишите, потому что интересно рассмотреть все варианты, и реально задача с неизвестными. Пытаюсь разгадать. Вот, в общем-то, поаккуратнее. Вот уже оно, у меня нет этого большого объема. Вот он распределился
распределился на вот этот заход, запах так называемый. И, к примеру, сейчас я сколю эти участочки между собой. То есть этот участок вот можно зашить. Здесь у нас заход. И далее, ну вот, может, вот как раз вот тут получается такая складочка интересная. И ну вот как-то так, наверное, я и буду предлагать своей клиентке. Так. Вот такой вариант у меня напросился. То есть здесь, в общем-то, упорядочила немного весь этот объем. То есть остался вот этот вот свободность, воздушность. Нет кучи. Но и в то же время вот клиентка, в общем-то, даже если я зашью, вот здесь зафиксирую и прихвачу к шву на пройме, она уже сама сможет себе это все, ну, скорее всего, что я это все пришью стационарно. Вот мы на примерке с ней померяем. Но мне уже нравится. Мне уже все это начинает нравиться. Вот, к примеру, я сейчас отколю брошечку. О. И вот здесь у нас может появиться что-то такое. Такая складочка здесь не спадает. Ну вот, наверное, как-то так. Как-то так. Как-то так. Ну, я уже ее доведу до ума непосредственно на клиентке. Мне нужно будет согласовать свое решение. Но в принципе, уже какой-то свет в конце туннеля. Даже, в общем-то, и рука вот мне сейчас вот такая длина начинает даже нравиться. Вот оно как-то в этом что-то есть. Может быть, можно будет несколько таких складок по шву зафиксировать хаотично. И тоже вот оно в характере этой блузы. Ну что, творческий эксперимент завершен. По-моему, ну, конечно, творчество безгранично. Можно и дальше продолжать поиск. Но пока к примерке мой вариант готов. Надеюсь, клиентке понравится. Ну и вам, мои друзья, надеюсь, было интересно провести это время со мной и понаблюдать за моим творческим экспериментом. Вот, конечно же, пишите комментарии, ставьте пальчик вверх и не забывайте подписываться. До скорых встреч на моем канале. Пока-пока!